Уэс Картер, владелец сети отелей в Сиэтле, всегда считал, что деньги решают все. Его жизнь была распланирована по минутам, а эмоции он держал под строгим контролем, словно цифры в бухгалтерских отчетах. Его сын Майкл появился на свет после долгих лет ожидания, но в 4-летнем возрасте попал в автокатастрофу. С тех пор он передвигался на инвалидной коляске и проходил пожизненную реабилитацию. Уэс обеспечил Майкла всем необходимым лучшими специалистами, комфортом и современными технологиями, но при этом сам оставался эмоционально отстраненным. Он считал, что просто исполняет отцовский долг, предоставляя сыну все лучшее из материального, не понимая, что лучшее — это не всегда вещи. Накануне Рождества няня не смогла прийти, и Уэс пришлось самому отвезти сына в центр для детей с особыми потребностями на праздничное мероприятие. Он не хотел оставаться там, но его деловой партнер настоял: «Побудь немного, это важно». Уэс вошел в украшенный зал, сел в угол и погрузился в телефон. Майкл, одетый в аккуратный костюм, сидел в стороне, отрешенный и одинокий. Другие дети не подходили к нему, он был другим. Уэс наблюдал без эмоций, пока не заметил молодую официантку по имени Саманта, которая разносила напитки. Она вдруг остановилась у Майкла, не проявляя ни жалости, ни пафоса, просто подошла, взяла его за руку и повела в центр зала. Сначала робко, а потом все увереннее они кружились под музыку, привлекая в танец других детей. Майкл впервые за долгие годы смеялся. В этот момент Уэс замер. Он увидел сына не как пациента или обязанность, а как ребенка своего ребенка. И почувствовал, что в этом танце было больше любви, чем во всех подарках, которые он дарил за последние годы. После праздника он поблагодарил Саманту без масок и формальностей, просто как человек. Спустя пару недель он пришел в кафе, где она работала, с коробкой домашнего печенья и приглашением провести выходные вместе с ним и Майклом за городом. Саманта согласилась. Там, вдали от дел и звонков, они вместе пекли, смеялись и катались на лошадях. Майкл впервые звал Уэса папой с той теплотой, которую тот никогда прежде не слышал. И в сердце Уэса впервые поселилось нечто большее, чем успех, настоящая, простая близость. Иногда все меняется не благодаря сделкам и деньгам, а благодаря хороводу и доброму взгляду незнакомки. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.